Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи, когда-то будет его смотреть. Тоже приветствую. Привет, Игорь. Да, ОБС. ОБС тут еще мудак. Разнервировал меня уже тут неплохо так. Еще похлеще, чем вчера. Вчера там еще с третьей попытки все нормально пошло. Так-то, вообще-то, он с первой попытки запустился, просто именно шорт-стрим какого-то фига вообще не хотел запускаться параллельно. ОБС мне выдавал ошибки какие-то, какого-то фига в этот раз. Даже больше, чем вчера. Вчера там с третьего раза все пошло, а тут с пятого. Я начал чуть-чуть нервничать, блин. Да ладно. Все равно все заработало, все равно я победил этот ОБС. Что бы он там ни старался, надо будет потом после этого стрима уже заняться, что это за фигня, что там за ошибка. Вот это просто сейчас времени особо не было, и вчера я забыл этим заняться. Ну, надо будет, а то это не дело каждый вот этот стрим начинать с пятой попытки из-за ОБС. Так, привет, Игорь, не знаю, с тобой здоровался или нет, но еще раз тогда. И привет, Лагова Мартина? Лагова Мартина? Правильно? Надеюсь. Привет, привет. Или Мартин. Короче, как правильно, уточни. Привет и тебе. Так, сейчас еще кое-что проверяю последние. Будем загружаться. Ты что, забыл меня? А напомни, когда ты последний раз был или была на каком стриме, и я сразу вспомню. С тобой Ассасина 3-го смотрел. Ну, к сожалению, да, немножко забыл. Все-таки это было не то чтобы сильно давно, конечно, но и не прям недавно. И с тех пор ты заглядывал или заглядывала еще, или только на том стриме? Если только на том стриме и столько времени тебя не было, то понятное дело, почему я тебя немножко подзабыл, к сожалению. Привет, Евгений. Тебе тоже привет. Так, у меня тут, если что, приготовления последние идут, из-за ОБС пришлось тут кое-что не доделать, и сейчас доделать приходится. Так, вроде все. Вроде все, загружаемся. Ну, бывает. Я пропал. Тут на время... Не, я заглядывал изредка на прохождение Ассасина. Вообще началось со второй части еще. Потом третью смотрели. Потом я пропал. Но надеюсь, что теперь ты прям вернулся полноценно. А не опять на один стрим и опять пропадешь. Надеюсь. Привет, Вега. Привет, привет. Что-то сегодня на шорт-стриме реально какой-то движ. Сходу. Не зря я с 5 попыток пытался его запустить. То я знаю, что там на шорт-стриме многие любят сидеть. К сожалению, мне с этого шорт-стрима часы не идут в ту полоску, которую я собираю. Вроде бы. Но тем не менее. Все равно приятно. Так, возвращаемся к Ведьмаку опять. Сегодня, как я и планировал, как и говорил вчера, как и собирался, как и хотел, пойдем на Ундвик к Ялмару, это раз, что касается сюжета. Потом пойдем к Йеннифер, это 2, вот сюда. Это тоже касательно сюжета. А касательно побочек, тут будем смотреть по остальным островам. Чё, где доделать. Мастер арены. Вернуться на арену позже, чтобы получить процент от выигрыша. То есть тут реально есть задание. По-моему, раньше его не было.
Вот туда можно будет сходить, потом тут вот башни из ниоткуда, потом всякие чертежи тоже можно будет подсобирать, потом скачки там всякие есть. Заказы, может, что-то еще такое. Всякое разное, короче, сегодня будем опять делать. Продвигаться дальше. А, логово Мартина, во, точно, я вспомнил, как правильно читается твой ник, все. То я думаю, какого логово Мартина, господи. 1000 извинений. Все, уже вспоминаю все, что было когда-то там на Ассасинах, да. Hi, bitch. Всем привет, короче. Так, кстати, пока не забыл, Игорь, что если все будет хорошо, если все будет окей, если планы не поменяются, если форс-мажоров не будет, то на следующем стриме, скорее всего, будет уже Nine Souls. Не знаю, когда он будет, может сразу завтра, а может нет, но его время почти что пришло. Не знаю, это тебя обрадует или нет, но факт. Так, что вы еще тут написали? А у меня почему-то в реках именно шорт-стрим, а я с компа. Можешь на обычный стрим перейти. Мне так будет намного полезнее, потому что часы, которые ты будешь просматривать стрима, будут идти в мой счетчик, который мне там надо для достижения монетизации. А шорт-стрима они вроде как не идут. Но если тебе вдруг там удобнее, то тогда ладно. И в очередной раз убеждаюсь, что не зря я тогда тут 5 попыток пытался его запустить, этот шорт-стрим. Так-то стрим не с первой попытки запустился, а именно шорт-стрим, какая-то там фигня в OBS была. Надо будет потом чинить. Я тоже с компа, кстати, но подписан, поэтому вылезло. Обычный стрим поудобнее, тут экранчик маленький какой-то. Но как вам угодно. Так, ничего не пропустил там выше. У него и обычный есть. Тогда у нас вообще 3 стрима на выбор. Обычный на ютубе, шортс стрим на ютубе и Twitch. 3 стрима на выбор. А я на обычный могу перейти как-то, да? Ну, естественно, элементарно. На канал просто заходишь, там 2 параллельно стрима идут на ютубе, и выбирай какой угодно. Какой нравится, какой хочешь. О, Dino Dance. Я так понял, твой любимый смайлик. Уже за столько времени. Сейчас перейду, так лучше. О, перешел, другое дело. О, они вот эти всякие узкие вертикальные экранчики. На компьютере это, наверное, да, так себе выглядит. На телефоне это другое дело. Вот на компе. Да, просто на канал зайди, там 2 стрима видно. Вот и я так же сказал, да. Ну, если не секрет, сколько еще часов на этом твоем счетчике? На последний момент, что я смотрел, когда он там обновился, как я говорил на прошлом стриме, он там обновляется не прям сразу, он обновляется спустя пару дней. На данный момент эта полоска обновлена на момент 24 июля, то есть 4 или 5 дней назад. На тот момент сейчас там показывает 3170 часов из 4000. Но потом вот как раз в эти 4 дня, за которые они еще не обновились, там крайние вот эти вот стримы по Ведьмакам как раз довольно неплохо по часам вроде как должны прибавить. Вроде как, если там все нормально будет. То еще плюс около 200 часов, наверное, будет. Но посмотрим. Ля, я обожаю Ведьмака, миллион раз прошел, это просто лучшее, во что я играл. Поэтому сейчас будет услада для глаз. Ой, сколько же ты пропустил, ой, сколько ты пропустил. Это уже у нас 13-й стрим, это ты столько услады для глаз пропустил, эх.
Так, что я еще хотел сделать и вообще забыл. Это вот закрепленный, закрепленное сообщение в чате сделать, которое я когда-то там делал, но уже забыл о нем вообще. Так как мы вот играем не обычную игру, перепроходим точнее, а с модами. Многие, может, не в курсе и потом удивляются, а что это у меня в игре что-то не так, как должно быть. Поэтому вот я раньше делал закреп, чтобы сразу люди понимали, что тут да как. Если кому прям вдруг интересно, чтобы знали, куда идти, чтобы узнать. Из-за вот этих проблем с ОБСом вот это сообщение тоже забыл сделать совсем. Так. Ничего, тут контента много, на меня точно хватит. Тогда мы вот с Кельги уже третий стрим только исследуем. Насколько тут много контента. А еще у нас впереди... Ого, Каэр Морхен там. Приключения с Цири. Про DLC я вообще молчу. Так, вроде все. Текс. И, кстати, насчет DLC, как я говорил ранее, не знаю, буду ли я сразу их проходить после основной игры или чуть-чуть на потом где-то там оставлю. Так, в шорт-стриме тоже это напишу. Так, все. Все, мы готовы. А еще я вижу, кто-то на шорт-стриме уже лайк поставил. Поэтому, если кто-то там еще есть и кто там планировал ставить лайки, или как раз тот, кто этот лайк поставил, то лучше их ставить на обычном стриме, а не на шорт-стриме. А в идеале вообще и там, конечно, но если вы что-то одно вдруг выбираете, то лучше так. Так, все. Все сделали, можем начинать играть наконец-то. Что-то мы тут задержались. Куда пойдем сначала? К Хьялмару или к Йеннифер? Наверное, к Хьялмару. Еще на этом острове вообще не были. Тут у нас вот всякие чертежи я видел. И инструменты вот эти вот для бронника. Но начнем с вот этого квеста на сегодня. Поехали. Проходил Horizon Zero. Я все Horizon проходил. И DLC к ним тоже. Так, вот мы и на Ундвике. Пошли. Искать Хьялмара. Осмотреть руины Урскара и поискать следы Хьялмара. Так, а тут по пути... Ну, мы по пути тут так и так. И сюда зайдем, и туда зайдем. Вот это вот разве что по пути. Как в целом твои дела? Мартин, буду тебя называть, окей? Чтобы не логово. А хотя бы так, если можно. И... секунду, секунду. Да, все работает, все окей.
И Вега, если ты еще тут, у тебя также спрошу, как дела, как день прошел. Да хотя у всех спрошу тогда, Евгения, Игорь тоже. Кто-то может еще есть на стриме, как у всех день прошел. И дела вообще как. Здесь тащили носилки. Неплохо, только жара донимает под 40 градусов. С какой-то день уже. У меня вот уже довольно несколько дней неплохо погода держится. Так, не понял. Раз. Раз. Бэс сегодня, я смотрю, вообще решил обнаглеть по максимуму. Мало того, что запустился с пятой попытки, так еще и битрейтом сейчас меня тут вымораживает. В самом начале стрима уже. Чувствую, весело сегодня будет. Раз такое начало веселое. Так вот, на чем я остановился, что у меня погода уже некоторое время довольно неплохая держится, в плане довольно свежо, не жарко. Но, судя по прогнозам, походу ко мне эта жара тоже скоро придет. Постепенно, конечно, но она идет. А вот и этот гигант. Так все нормально же? Не, у меня вот изображение пропало даже на несколько секунд, потому что битрейт скаканул. То, что вы не заметили, что что-то произошло, это даже хорошо. Я вот чуть-чуть испугался, что поломалось. Благо все подчинилось быстро. У меня нормально все. А жара? Вот Мартин говорит, что у него тоже жара. Следы великана. У тебя все так же остается или вдруг полегче уже стало? Мы на прошлом стриме как раз говорили, эта жара идет от вас ко мне или свежая погода идет от меня к вам? Вот походу как раз жара идет от вас ко мне. Учитывая, что по прогнозам у меня тоже скоро начнется жара опять. Сначала 30 градусов с чем-то, потом больше. Дом укрытый дерном и корой. Тут меня, там сын и дочки две, и жена прекрасней, чем во сне. Я теряю силы, щит разбит. Пока слушаем песенку. Руки коченеют, грудь болит. Так что мне пора в мой дом родной. Дом, покрытый дерном и корой. Так, кто это тут поет?
У меня уже дожди и грозы. А, да, ты что-то такое говорил. Что гроза тоже была. Ну, все, значит. Теперь жара ко мне припрется скоро. Если тоже где-то под 40 градусов опять будет как раньше, то я не знаю, что там со стримами будет. Может, опять перерыв какой-то придется делать. Если прям настолько жестко будет, как раньше было. Так, не забываем, что мы с броней. Там как раз в конце прошлого стрима разобрались. Все скрафтили, что надо. Что могли, точнее. возвращаться Следим домой. за уровнями теперь. Дом когда придет пора. укрытый. Я знаю эту песню. Переходить ты на здесь новые делаешь? сеты. Гляди, дружина. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего, Вильфред? Да, ничему не учатся. Этот хоть песню перед смертью послушал. Не забудь вернуться за этим сумасшедшим после убийства великана, а то так и останется тут бедняга. Ну, постараюсь, но ты, если что, потом еще раз напомнишь, когда мы с великаном разберемся, а то мало ли, вдруг забуду. Не хотелось бы его Кто тут были бросать. эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Высокий — Вильмар. Рядом с ним справа — Вильфред. Заика — это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Ты Харальд Собачья Морда, Ярл Ундвика. Я слышал, ты погиб. А что, мы с моей дружиной похожи на мертвяков? Ну... Частично. То-то же. Так значит, все думают, что я помер? Может, оно и к лучшему. Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина, чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света. И уже скоро все будет готово. Зверья тут мало, а я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Не знаю, я не спрашиваю. Дружине нравится. Там на земле лежит обглоданная рука. Что? Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем не умеешь хранить тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никому не принуждал. Вся дружина была за. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт, тот тоже был. Тебя узнали? Нет. И к лучшему. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это... Не помню. Вильхельма спроси. Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар?
А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые. Ну, не в одиночку. А, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться, принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Великана мы победим. Не в одиночку, конечно, но победим. Завалим. И к тебе вернемся. Если не забудем. В бочках тоже черепа. Если не ошибаюсь, это он их убил и скушал. Да, по обглоданной руке было... Все понятно. Так, а насчет гвоздей и дратва, он серьезно? Ему это надо притащить реально, что ли? Ящички кругом понаставили. Козы бегают. Бегают, блин, в уши. Без перестак. Так. Опять череп. На всякий случай захвати, мало ли. Ну как... Доп-квест, он не обозначается никак вроде. А гвозди и дратвы у меня, по идее, есть. И дофига даже. Вот гвозди. Вот дратва. Все есть. Накеры. Угу. Какие-то модные накеры в масках. Нет, нельзя. Их очень жаль. Ладно, потом. Лагерь Хьялмара. На них напали. Так. Сломан позвоночник. Он будто упал с большой высоты. Столько ран. Должно быть, он долго продержался. Кстати, на стриме все нормально идет. Там по звуку, изображение не дергается. Ничего не мигает, ничего не барахлит. Все окей. Он сражался босиком. Сирены застали их врасплох. Забыл спросить вначале.
Этого уже начали объедать падальщики. Этот даже меча вынуть не успел. Перебита артерия. Он истек кровью почти сразу. Горло разорвано когтями. Сирены. Да, все хорошо. Хорошо, что Их все хорошо. здесь были двое, но они отбили атаку. Порознь. Нужно Эти осмотреть следы более следы вокруг давние. лагеря. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Несколько человек тащили лодку к северу. Что-то меч светится отдельно. Ладно, можно пойти налево, можно пойти направо. Давайте сначала по следам. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая у островитян жизнь. Он шел в ту сторону. Здорово, Леха. По стреле на одного. Хороший глаз. Глаз, алмаз. Покинутые деревни. Играем. Вот уже Игорь за меня отвечает. Уже все знают, что надо отвечать, когда Леха заходит. Мне кажется. Кому-то порядком досталось. Еще след. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Люди. Где люди? Везде только трупы и следы всякие. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. В конце Вот и концов, он. лучник его достал. А куда делся лучник? Рок Харнвала. О, это тот самый Рок? А вот и рог, отгоняющий сирен. Да, Может пригодиться. наконец-то. Тролли затащили его в пещеру. Тролли. Может, он еще жив. Тролли, это значит опять что-то сейчас смешное будет. Лучник тоже был ранен. Так, мне налево, значит сначала идем направо. Тупик. И даже без сундучка. Как так-то? И сразу драка, да? А поговори. И дела. Ледяной тролль.
Еще один. Камон, камон. Так, давай-ка, чтобы быстрее. Где у нас? Это огры вроде, да? 50% силы атаки против огров. Скажи, что умеешь. Черт! Тут тупик. Там еще можно было в другую сторону позади пройти, а тут... Тут тоже куда-то вроде можно пройти. И вот куда сначала надо идти. Лодка на горе. Интересно. Так, тут какой-то типа тупик, значит, походу там надо было идти. В другую сторону. Возвращаемся. Угу. Кровь. Тут еще одна развилка и еще один тролль. Потанцуем? Что-то тут много троллей. Потанцуем. Ай, не успел. Получил по башке. Там что-то варится. Привет. Подскажи, плиз, как открыть отображение знака вопроса на карте? К доскам подходишь объявлений, к которым ты еще не подходил, которые не тронуты. И после каждой доски новые значки появляются на карте. Ага, это та же дорога. Обход. Я разнесу вас на кусочки, твари! Не будь я Они появлялись на протяжении всей игры. Ульпа! Ваши матери вас по камушкам будут собирать! На вот этой карте ты имеешь в виду вот эти вопросики? Даже не знаю. Даже не знаю, с чем это может быть связано. Ну, ты все доски объявлений открывал? Если да, то тогда странно. Тогда не знаю, не знаю. Может, баг какой-то? Я уже почти прошел игру.
Он весь суп Ну тогда точно не знаю. Это отойду покурить. Ставь в живых Виги. Кто бы это ни был, я постараюсь. Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там. Мне нужен этот человек. Не, человек у Мордыфа выиграли. В загадки. Значит, загадки любите. Ну давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Пись-пись. Трудная загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Вот и думайте. Идти сможешь? Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Он аж парует, ищу прям Хьялмара. парует. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Расскажи мне о вашем походе. Началось все как в лучших сагах. С порядочного шторма. Парус мотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали. Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий... Кормчий ошибся. Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках, а сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение. И что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Крах прислал меня за Хьялмаром. На Ардскеллиге будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар – владыка всего Скеллиги. Ну ты не Думаешь, он забегай не подойдет? вперед. Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов. Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу.
С ним и с Керрис. Керрис тоже претендует на корону. Керрис? Но она... Она ведь... Все были очень удивлены. И Крах? Или он сам ее в поход за подвигами отправил? Он был не в восторге. Особенно от того, что Керрис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? Нас пятерок. Одна. Одна? Зараза! Да мы уже и помогли. Если бы Хьялмар... Ты Спокойствие. не знаешь, она уже вернулась? Да, у нее все получилось. Хвала богам. Так, еще хотел началось другие потом. варианты выбрать, раз можно. Корабль разбился о скалы, и что потом? Несколько человек погибло. Рань А, Хьял... ну тут то же самое. Ред, Мы добрали... На мин... Дум, Я... Керрис. Керри... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Ну, Меня и тут почти то же да, самое. хвал... Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. 1000 раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудища. А, вот этот Виги. Я думаю, что за Виги? Забыл уже совсем. Что за Виги? Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди, я пойду с тобой. Ха, на счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. Подкрепление. Хорошо. Идем. Идем, но... Нет, ладно уж. По-моему, это место вообще из финала игры. А вот это, по-моему, где-то вообще на воде находится. Поэтому, ладно уж, оставлю это. Эту точку интереса на потом. Идем дальше сюда. И опять гроза. Что тут ближе? По следу лодки. Ага. Идем к лодке. Теперь уже. Ты ничего не скажешь, кстати? Ты хорошо знаешь остров? Я никогда раньше здесь не был. Скажем так, я небольшой друг клана Тордорох. На самом деле, на Артскеллиге их вообще не особенно любят.
А зачем Леха Ха заходит, говорит привет, спрашивает, играешь ли ты, и уходит? Не знаю. Надо его спрашивать, а не меня. Традиция, может, такая. У меня раньше был еще один зритель с Ютуба, который тоже заходил на многие стримы. Я спрашивал, какие планы на сегодня, что сегодня делаем, и тоже уходил сразу. Вот Леха Ха тоже, походу, с такой же традицией к нам заходит. Ты говоришь, вам не нравятся люди Сундвика. Не знаю, в чем Но прикол. вы же помогли им после нападения великана. А ты, когда спасаешь людей во время шторма, сначала спрашиваешь, из какого они клана? Ну хорошо. Но потом вы дали им приют, а теперь отправились на великана. Да все просто. Отбить Ундвик – лучший способ выжить их в Сартскеллиге. А с каким кланом у вас хорошие отношения? Ну, точно не с трусами из Броквара. Они будут говорить, что это неправда. Но 100 лет назад их ярл отказался идти на битву только потому, что врагов было больше. На Фарерах живут лгуны и злодеи, все это знают. Клан Тиршах Сартскеллиге вечно задирает нос. Клан Лугаса Безумного, вот с ними все в порядке. Я думал, это ваши злейшие враги. Ну да, другие кланы мы настолько не уважаем. Пойдем. Продолжаем. Чуть-чуть отвлеклись на разговор короткий. Опять накеры слышу. Ну, что нельзя посмотреть? Вот эта тварь мешает или что? Ух ты, призрак? Я думал, накер опять. Ну давай! Ну давай. Ну. О. Было. Где? Или показалось? Ее же надо осмотреть. Ну что такое? Человек Хьялмара. Истек кровью, пытаясь сбежать. Или уже не надо? Интересно, что с остальными? Деревня Вот уж и Урскар. правда, резня в Ундвике. Следы битвы. Тут сражались с великаном. Великан гнался за ними.
Шалом. Как оно? Оно нормально. И тебе шалом. Все неплохо у нас. Пока что. Стрим еще сколько будет идти? Так мы только начали. Только начали, хотя уже стрим целый час идет. Вот это время быстро пролетело. С этими всеми подготовками в начале. Проверками. Они бежали в сторону пещер. А так-то наверняка долго, учитывая, что все прошлые стримы по Ведьмаку у нас были по 5-6 часов. Так что и сегодня вряд ли мы мало просидим. Сегодня у нас опять не дневной стрим, а более-менее такой вечерний. Как получится. Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. Найс. Как раз. Как раз в тему стрим. Я рад. Он определенно шел туда. Ну, через 1,5 часа примерно и я уйду на боковую. Ну вот. Хотя бы 1,5 часа. Много здесь крови. Он шел в ту сторону. Капец, тут много пещер, конечно. Надо поискать другой путь. Кровавые следы ведут к пещере. Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Еще след. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Так, ну я на всякий случай. Уи! Бомбочка! И гарпии тут как тут. Естественно. Не то. Геральт, не то. А великана? Великана еще успеем. Куда он от нас не денется? Этот просто бегает с нами и вообще ничего не комментирует. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Он сражался до конца. Торста. Ну, хоть что-то комментирует, ну спасибо. А уже думал, ты говорить не умеешь. Так, раз нам, походу, туда надо, наверх. Я хочу сначала вот сюда сплавать.
Гляну, что тут. Пещера-то не маленькая, я смотрю. Так. Сделаю-ка я лучше вот так вот. И всего один рунный камень. Ее зарубили. Должно быть вдвоем. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось? Что-то их все меньше и меньше. Ялмар потерял здесь много людей. Арвитан Тордорох. Он так простился с нами. Опять летают мерзости. Свод туннеля обвалился. Хирик, сын Сторма. Я толком и не знал его. Так, идите-ка ко мне. Летите, то есть, по одному. Вот и все. Какое дерево эпичное. Я думал, тут сундук какой-то важный. Мне, походу, опять наверх, но тут еще можно вниз. Так, кошка уже все.
Что-то ничего тут не плавает даже. А не, вот что-то есть. О, еще. Фигня. Так заныкали. И такая фигня. Блин, что еще где-то остались? Я думал, всех переубивал. Ну откуда ты взялась? И еще один последний сундук. Все, возвращаемся. Ты где там? Что там дальше стоит, стреляет, что ли? Ай, блин, одна последняя тварь осталась, и тут будет докучать. Главное, на расстоянии там летает. А тут дурачок действительно там стоит и стреляет. Не, он так не попадает, а если сам тоже. О! Только ей как-то пофиг. А нет, согрелась. Ну-ка, давай, сюда. Мерзость. Вот так вот. О! Ты откуда взялся? Че, телепортироваться умеешь? Ай, ё-моё. В нее всадили пол колчана. Теперь гнильцы, блин. То гарпии, то гнильцы. Еще какая нечисть. Проклятые падальщики. Нормально. Ваншота я вообще не ожидал. Блин, и где мне сейчас загрузит? Что это за моб такой, блин? Терминатор. Он же даже по уровню не то, чтобы прям ультрасильный был. Так, ну спасибо, хоть сохранение. Не сильно далеко было.
В нее всадили полколчана. Так, теперь аккуратно. 13 уровня, и он меня Ляпы, ваншотнул. падальщики. Что это за... несправедливость? Я не согласен. Вообще не согласен. Привет, Мартин. Еще один Мартин, что ли? Сундучок. Что я там вообще нашел? Всякий хлам. Покажи, что... Эту рассекли пополам. Так, кажется, наконец-то свежий воздух. Да неужели? Закрыто. О, мастер броник. Еще один тролль. Ну, ты жирный, я смотрю, 26 уровня. Башку у седла. Воу-воу-воу-воу-воу. Это должна быть та самая кузня. Ищу инструменты. А вот и они. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила. Все. Сразу вернуть. Ладно, это было быстро. Плюс 17 брони, 3 горению, сопротивления или 471 здоровье. Наверное, здоровье. Алебарда. Вау. Опять эти козлы. Так, квест. Верни мне вот этот.
боги, там человек 20. Но Хьялмара нет. Давай. Толпу. Взорвите друг друга, взорвите тоже. Что вы так больно бьете, алё? 17 уровня всего лишь. Вот и все. Не, ну тут ваншот этого было вообще. Какая кладовка, Очень такие странно. мыши. Очень странно и внезапно. У. Сколько добра. Привет. И тебе привет. Меня зовут Илья. Привет, Илья. Меня зовут Дима. У меня уже дежавю какое-то. Второе такое официальное приветствие за несколько дней. А раньше таких не было уже очень давно. Много старых следов. Великан, должно быть, часто туда ходил. Так, я ничего не пропустил. Он определенно шел туда. Ага. Как дела у тебя? Все супер. Бегаю по моей любимой локации. Скеллиге. Острова имею в виду. Если ты про игру. Если ты в целом, как у меня в жизни дела, тоже довольно неплохо. Привет, меня зовут Игорь. Вот и познакомились. Руины Дорве. А вот и сирены. Так, где там мой урок? Надо испытать. Мы его еще не испытывали. О, а вот и Хьялмар, кстати. Нашли. На землю. И вот так вот. Все.
Фолан? Я был уверен, что ты погиб. Куда ты подевался? Керрис поплыла на спикерок. Одна. А ты не мог подождать. Сорвался в поход, будто боялся, что кто-то украдет этого великана. Керрис претендует на корону? Если бы ты об этом знал, отправился бы с ней, так ведь? У меня, по крайней мере, был бы Да, выбор. я ей уже помог, Подожди, успокойтесь оба Я вы. еще не поблагодарил тебя, Геральт из Ривии. Я всегда буду помнить, что ты пришел ко мне на выручку. Так паникуют, как не знаю что. Лайк поставил и подписался. О, спасибо. Правда, лайк лучше на другом стриме, на обычном ютубовском, а не на шорт-стриме, но все равно спасибо. И за подписку тоже. Двойная благодарность. Ты знаешь меня? Скальды поют о тебе песни? Ну и отец мне рассказывал о твоих приключениях, когда я был маленький. Он говорил, не надо быть ведьмаком, чтобы стать героем. Для парня со Скеллиги есть свои эликсиры. Соленый ветер и холодная вода. Значит, та песня о ведьмаке и чародейке о тебе, Геральт? Ну да. Где остатки твоей дружины? Вот именно, где? По дороге сюда мы пробивались через стаю сирен. После боя на озере осталось только горстка людей. Хорошо, что вы помогли мне. Лейфа нужно как можно скорее перевязать. Эти суки ему едва кишки не выпустили. Впрочем, если бы все шло гладко, сага об этом героическом походе была бы очень короткой. Да что-то Мне он уже кажется, все, это неудачный поход. Нет, по-моему. это боги проверяют, из какого железа я выкован. И скоро они это узнают. Твой отец прислал меня к тебе. Я не вернусь, пока не одолею великана. Но сперва нужно перевязать Лейфа. Лейф умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он мертв. Я в этих вещах понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Ты идешь со мной? Глупый вопрос. Мы все идем. Геральт, присоединяйся к нам. С удовольствием. Планшет решил обновиться, а я и не понял, почему битрейт упал. Ох уж этот битрейт. У меня сегодня тоже уже успел. Скелет Поднапрячь. обглодан дочисто. Но при нем что-то есть. Это что, карта сокровищ? Сокровища в руинах. Действительно. А ты откуда взялся? 7-го уровня призрак. Один удар. Почти что. Идем. Шире шаг. Вижу, тебе прям Иду, не иду. терпится. О, гвозди. Квестовый предмет. Это для того товарища, которого мы встречали ранее. Еще дратва, значит, где-то должна быть. Еще гвозди. А чем эти гвозди отличаются от тех гвоздей, которые у меня были в инвентаре уже? Это какие-то особенные гвозди. Говорю тебе, это огромный выродок. Вот и отлично. Еще гвозди. А, вот этого забыл посмотреть. Он истек кровью.
Это был его последний поход. Меня видно? Конечно. А Ксен вообще зачем? Никогда не пользовался. Ну, в диалогах им можно пользоваться. Я им пользуюсь в боях иногда, когда с этими... со щитовиками встречаюсь. Да и в остальном тоже я им очень редко пользуюсь. Наверное, меньше, чем любым другим знаком. Наравне с Ирденом, может, разве что. Зачарование. Так, вижу башню, возле которой то сокровище должно быть. А еще там опять какая-то дрянь летает. Я хочу убедиться, что этот чокнутый не полезет на великана в одиночку. Договорились, там и встретимся. Камон. Камон, камон. Так, лучше по старинке, наверное. Так, а эта вторая что-то застряла, походу. Ну алло. Ну застряла в текстуре, походу. О, ты рок нашел. У него большой кулдаун? Да, вроде нет. Секунда где-то, 2 максимум, по-моему. Вот чё ты тут застряла? Скотина, действительно, как говорит Геральт. Где сокровище? О. Интересно. Не интересно, я передумал. С Киберпанком забыл уже, где остановился в Ведьмаке. Настолько Киберпанк затянул. Удобнее арбалета? Не, неудобнее. Пока он этот рог достанет, пока загудит, пока они среагируют на этот рог, пока упадут. С арбалета намного быстрее. Или с арда того же. Поэтому я, наверное, его уберу. Как я говорил, по старинке более удобно. Ардом или арбалетом. Мне, по крайней мере.
здесь стоит осмотреться. Да, я говорил про новую озвучку на Phantom Liberty. Да, говорил. Чертеж мастерские сапоги школы волка. Продолжаем. Владыку Ундвика. Тут я был. Гвозди, гвозди, гвозди. А где дратва квестовая? Ага. Готовы? Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду. Кстати, что думаешь про блокировку копий пиратских копий Windows в конце августа? Я скажу, что эту новость я тоже что-то впервые слышу. Надо будет подробнее, видать, Все где-то поинтересоваться. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайд, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Все, теперь я вспомнил, что за Виги и что имел в виду тогда, когда мне говорили, чтобы я оставил его в живых. Ладно. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайд. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Так, сейчас надо быть очень тихим. Мне в шортс вчера попалась эта инфа. Вот пока чекаю более знающих. Мне тоже что-то вот любопытно теперь стало. Не подходи к нему, он мой, эй! Выпусти меня, скорее! Заткни Хайло. Когда я сидел в котле у троллей, то даже не мяукнул. Стелс вроде удался.
Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Но сперва убью его. Ну, молодец. Что тут еще скажешь? Мог хотя бы мечом ему в голову, что ли, пырнуть, пока он спит. Нет, он просто его толкнул. Ну, гений. Ну, поехали. Вторая стадия. Воу. Чё, третья стадия? Я знал, что мы его завалим. Ах, и уебан ты, Виги. Ха-ха. Остальные? Да, ха-ха. Хи-хи. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Не, погоди. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу, в гавани. Окей. В котле у тролля? Если бы... О, 27 уровень. Если бы он мяукнул, может быть, выбросили из блюда. Может быть. Что-то мне там опять надавали, мечей всяких, что ли. Всякую фигню, как всегда. Неинтересно. Так, сейчас самое главное, как мне говорили, вернуться за тем мужичком. Не забыть про него. Задание выполнено. 2 опыта. Вау. О, 300 крон. Вот это я мог пропустить, если бы я сразу с ними пошел, наверное. Хорошо, что остался. Квен имбище. Да.
Настоящее имбище. Так, а где вообще был тот мужик? Где-то возле корабля какого-то. Кстати, у нас новый рекорд на ютубе. Фантомных зрителей. 52. Ого, ого. Пятьдесят три, 54. Раз мать родила, раз и подыхать! Быстрее! Закрой! Вот сука! Я вообще не вижу логики в количестве зрителей на Ведьмаке. То 7, то 50. Ага. Главное, лайков сколько было, столько есть, и просмотров не прям мега разница. Зато вот в прямом эфире зрителей прям... Уже второй стрим, вот такая аномалия у нас происходит. На прошлом стриме не было этой аномалии, а сейчас вот опять она. Хотя, может, эта аномалия действительно работает, потому что на том стриме как раз было больше всего часов. Может, сегодня тоже что-то такое будет. Мне теперь уже интересно. Проверка. На первый, второй рассчитайся. Так, первый пошел. Второй. Второй на Твиче. А на Ютубе? Кто-то из 50 человек еще есть? Реальный, не фантомный. Так, Торлун. Фигня. Плет Аэт. Это название. У Щирдена. Фигня тоже. Ну, мы тут и набрали, конечно, всякого хлама. Скрафтить ничего нового не могу. Так, что я еще что-то пропустил? Вот тут вопросик, вот тут вопросик, вот тут чертеж. И вот тут вопросик, и вот тут вопросик. Ну туда, понятно, только плыть разве что. А плыть я сейчас никуда не хочу. Разве что вот этот чертеж надо забрать. И в остальном на этом острове пока что, в принципе, можно считать, что все. Так, где он там говорил встретиться? Или он мне уже тут не отобразится? Так, мужика мы хотели того забрать. Где? Где это было? Где? Тут, что ли, где-то? Хьялмар нам говорил вроде на пристань вернуться. Вроде. Пошли проверять. Да, вот этот корабль. Сейчас этого мужика попробуем забрать, как мне говорили. Если получится. Гляди, дружина! Белоголовый вернулся! Фармим С чем часы. пришел? Типа того. Ну ты понял, кто человек, а кто бот. Да, я понял, что 2 человека у меня на стриме. И
49 ботов на ютубе. Ну или просто молча, может, кто-то смотрит и не имеет возможности писать. Мало ли. У меня есть для тебя гвозди и дратва. Что? А, да. Хоть бедному Вильхельму ух прикреплю. Я убил великана. Ты? Вся моя дружина с ним не справилась. Слыхали, ребята? И не стыдно вам? Чем болтать сам с собой, собирайся лучше со мной на Артскеллиг. Там укрылись твои люди. Ты все еще главный над ними. Мои люди? Ну да, теперь они могут возвращаться. Эй, дружина, поднажми! Нужно заканчивать работу. Славная выйдет посудина. Поднажми, давай, да. И что, все? Это мы его типа забрали с собой? Гляди, дружин. Ну, типа. Мне пора. Будь... Да-да-да, помню, обсуждали про телевизоры и их неудобства в чате. Угу. Да, вот они. Ждут меня. Да? А где сам Хьялмар? Тут только эти двое. Так где он? Это призрак? Или послышалось? Это просто звуки острова. Фоновые. Где, блин, Хьялмар? Тут только эти двое сидят. Куда спрятали? Я поговорить хотел с ним еще. Или я слепой. Или баг. Или чё, или где. Перезайдем. Может, он шел по пути и не дошел. Так, сейчас я еще окно заодно закрою. Поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Тоже от бури его защитит.
глядит. Тоже от боли его защити. Все, я тут. А в сундуке на дне только меч забрал, а тут каждый ящик и мешок лутаешь. Какой сундук на дне? У тебя еще и DLC все есть? Ну, естественно. Куда же без DLC? 50 плюс зрителя, можно и такое посмотреть. Ага. 50 плюс фантомных зрителей могут смотреть что угодно. Фантомные зрители непривередливые. Какой сундук под водой? А, вот этот? А, нет. Какой я меч где взял? Что-то не понял. Музыка кайф же. Ну вот, рад, что вы хотя бы под классную музыку посидели. А Хьялмар так и не появился тут нифига. Ой, надо было что ли с ним возвращаться сюда, что ли? Что ли? И он реально где-то тут стоит в углу, что его и не найти. Ну-ка проверю, что будет, если я с ними пойду или там. Ничего такого важного. А, это какое сохранение? Спасибо за помощь. Так, нет, это еще до битвы. А есть после битвы? Сразу во время победы? Или нет? Хотя, знаете, как-то пофиг, наверное, даже на этот потерянный диалог. Вряд ли там что-то прям важное, полезное. Ну, еще и вылетов не хватало мне тут сейчас. Ой, с самого начала стрима было понятно, что сегодня какие-то приключения будут, блин, целый стрим. То битрейт там скачет, то вылеты теперь.
Так, вот это после победы. Ничего тут такого не появляется, связанного с Хьялмаром. Сейчас сразу проверим. Может, он реально забаговался, не появился тут. Но эти двое есть. Ну блин. Ладно, пофиг. У вас молодой человек еще HDD или SATA? С чего вы взяли? Все, валим отсюда, короче. Хьялмар куда-то испарился. Ух ты, туманники какие-то новые. Все. Жесткие. Больно бьют. У меня почти мгновенные загрузки. У меня SSD. Никакие не HDD. О чем вы вообще говорите? Ирден против туманников имеет смысл? Я Ирден только против призраков иногда использую. И все. Вообще все. Против туманников даже и не пробовал, по-моему, ни разу. Здесь стоит осмотреться. Улучшенные штаны школы медведя. Это нам надо. Так, тут все. Теперь куда пойдем? Куда пойдем? Вот сюда тоже надо бы сходить, так как там чертеж тоже. Вообще. Давайте, наверное, сходим. Опять хрень летающая.
Прицепилась. Потанцуем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я зря сюда упал. Ай-ай-ай. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Офигеть, даже не померли. Это да. Чуть сам не стал летающим. Угу. Случайно так. Чуть не полетел вниз. Прям на тоненького так. Еле-еле спустились. Ух ты, это что там, медведь? Это огромное прям там прошлось только что. Белый медведь опять. Надо восстановить хилки. Опять моя любимая музыка. Поднять паруса. Так, я вообще туда? Да. Напрямую. Здравствуйте. Вот это приветствие сразу стрелой. Плечо. Пираты. Вот сука! А ну, снимай все, что есть. Вот, кстати, Аксий. И как вы, блядь, не научитесь? Раз в 100 лет используем.
Ё-моё. У нас перегруз. Давно мне не было перегруза, значит срочно надо идти продаваться уже. Давно пора. Кайфовая механика у лодок. Да, тут даже вот вырезанные гонки на лодках есть, которых в оригинале, к сожалению, не было почему-то. Стойте! Стой, стрелять буду. Сволочь О, змееглазая! подкрепление бежит. Вы опоздали. Здесь стоит осмотреться. Быстрей! Черт! Чё вас тут так много? Ишь ты, наконец! Достаньте его! Быстрей! Ножик у тебя ничего. Сейчас мы тебя поправим, не боись. Капец много. Это все лутать. А мне уже перегруз был. Сейчас даже с навыком будет перегруз, походу. Быстрей! Достаньте его! Улучшенный стальной меч. Вот за этим мы и пришли. А это грибы. Закрыто. Так, показывает еще враги, но где-то под землей, походу.
не падай. О. Паркур, паркур. Раз мать родила, раз и подыхать. Сколько вас тут еще? Где проход вниз? Что я пропустил? Ага, вот тут. Кажись. Ну, здрасте. Заныкались тут под землей. Видите ли. От меня не спрячешься. Отправьте их в подземелье. И гляньте, те в море живы еще. Кнглу и мглу на Ктулху. Руеврак нагл фтагн. Быстрей! Это главарь. Черт! Так, только не надо падать в пропасть, я тебя еще облутать хочу. Етить колотить! Кить колотить. Вы кто? Могучий воин должно. Спасибо. Я думал, это никогда не кончится. Все. Они все мертвы. Узники. У него Спасибо. ключ от камеры. Мне надо отдохнуть. А вот и он. Незачем нам возвращаться. На Какой-то ты островах с лица нас обратно нездоровый. не примут. Ну что поделаешь. Поселимся где-нибудь тут. Тут. Незачем нам возвращаться. Угу. На островах нас обратно не примут. Ну что поделаешь. Поселимся где-нибудь тут. Небесные камеры. Тюрьма без решеток. Отличная мысль. Жаль, только он не умел летать. По-моему, это отсылка. Где-то я видел этот отрывок. Все, кажется, тут. Идем продаваться. Наконец-то это у нас уже перевес капитальный.
Шары умеешь метать? Рори, не жри столько! Это еще почему? Привет. Покажи. Бывай. А чудовищу было больно, когда ты его убивал? Я хотела. Хочешь купить? Покажи. Вот это мы налутались. — 57. Там, по-моему, было в моменте уже 60 где-то. Но всего лишь на секунду. В основном где-то как раз 50 с чем-то держится. Так, с травником все. Прощай. Записываю количество ботов для рекорда. Так, сюда я идти не хочу, потому что там у меня сейчас квест сюжетный задействуется, походу, как только я туда подойду. Значит, другим торговцам буду стараться бегать и продавать, Какой меч! каких найду. Дядюшка говорил, что у людей с большой земли головы как у кошек, а у тебя только глаза как... Ты ведьма, верно? Пришелец. Тут опять показывает, что торговец есть, но его нет, может днем. Да, вот днем есть. Приветствую. Что хочешь купить? Приветствую. Покажи мне... Так, покупаю мне вот эту всю дрянь. И у него уже денег нет. Ну как так-то? Бывай. Бывай. Тут скачки, кстати. Надо будет потом тоже сделать. Я пойду. Пока. Давай, пока. Привет. Позволь мне...
Будь здоров. Останешься здесь подольше. Опять каша, дочь. Опять каша. Почему опять каша? Хорош. Бывай. Так, что я хотел тут прокачать? Вот это хотел. Хотя... Давайте лучше... Вот так. Потом туда зеленый поставим, а сюда лучше пока что красный. Сила атаки 21%. Наверное, покруче. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. А мой отец бьет черных. Рад помочь. Белый волк! Покажи. До встречи. Так, ну неплохо уже распродались, но надо еще. Ну и так уже более-менее получше стало. Так, чуть-чуть, может, отвлечемся сейчас на скачках от этих покупки, продажей. Довольно неинтересный. И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровища искать? Ой-ой-ой, не знаю. Только скажите, Ау! Свежий! Удачного лова. А ты топорыл, прошу прощения. Пусть проглотит. Я его тогда изнутри разрублю вот так. Потом по башке вот так. Друг Ярл, у меня мурашки от одной мысли об этом проклятом месте. Помнишь, как в том году Йова сорвался вместе с конем со скалы? Да, да. Парень совсем молодым умер, но красиво. А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчаков. Ты же поедешь? Если что, место-то найдется.
Поеду. Может, даже выиграю. Если ты не только болтать умеешь, но и из седла не валишься, кто знает. Люди, раскройте уши! Скачка сейчас начнется! По славу Великой Матери поедут Быстрый Освальд, Свен Нелюдим и Геральт из Ривии! Беритесь за Болонья! Готовьтесь! Давай! Во имя Фрей! Блин, я отвлекся. Как Как раз вовремя, ё-моё. Какой он, скажу тебе, похотливый? Никто не обгонит Быстрого Освальда! Ты уверен? Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит Быстрого Освальда! Уже обогнали. Держись от меня подальше, приблуда! Вы лучше себя чувствуете? Все как ты и говорил. Ты выиграл. И слава твоя, и награда. Бессонная ночка, а? Эй, ты! Чужак на скачках смельчаков. Брунгильде Не он бы уверен, что понравился. мне это нравится. Когда будешь уверен, тогда и жалуйся. Я слышал, Свана допустила тебя к скачкам? Но хватит ли у тебя храбрости, чтобы в них участвовать? Ага. Можем начинать. Слушайте, люди, во славу Модран Фрей поедут Геральт из Ривии, Арве Гребец, Красная Рика. Пусть хранит вас богиня, или пусть пошлет вам красивую смерть. Я не дам тебе выиграть. Ты едешь, как баба. Я не дам тебе... Ты едешь, как баба. Победил Геральт из Ривии, ведьмак! За такой подвиг полагается награда. Возьми, пусть она напоминает тебе о твоей славе. А с той чародейкой, Йеннифер, у тебя серьезно?
Секунду, мне кажется, я случайно вышел на какой-то заказ или нет? Или это реально? Да, это заказ пропавший сын. Не-не-не. Тогда 1000 извинений. Это я потом сделал. Я хотел вообще чертеж просто забрать. А по итогу случайно на монстра из заказа вышел. Упс. Здесь стоит осмотреться. Мастерский стальной меч школы Грифона. Отлично. Заказ пропавшие горняки. 27 уровень. Ну, мы идем в сторону вот этого сюжетного задания потихоньку. По пути всякое разное делаем. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги, самим Джанго Фреттом.
И зачем славному Джанго Фрету понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбар? Ты на них охотишься? Да. Порядочные гниды. Их 3. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти 3 и дома поджигать любят. Значит, это были братья Гросбард. Похоже, тебе придется поискать новый заказ. Ты их уже убрал? Неплохо. Дам тебе половину награды, если скажешь, где найти их тела. Идет. О, как. Я даже и не помню, где их встречал, когда. 20 крон. Вот это награда. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? На Керрак. Севальд был там на ярмарке, продавал меха. Говорит, гарнизона нет. Ну да. Войска послали, должно быть, против черных. Не ждут, что кто-то на них с моря ударит. То-то их ждет сюрприз. А нас богатство и слава. Быть может, это твой счастливый день. Посмотрим. Будь здоров. В прежние времена столько чужаков на островах не было. Приветствую, ведьмак. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах к северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Многовато. Но думаю, мы скоро договоримся. Горстку крон я, пожалуй, что докину. Ради наших ребят. Ладно, договорились. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. В прежние времена столько чужаков на островах не было.
Пам-парам. Пам-пам. Сукин сын! Пам-парам. Чтоб тебя стадо козлов! Рот закрой! Да наградят тебя боги, ведьмак. Я же тебе смогу дать лишь скромный подарок. Загляни ко мне домой, тут недалеко. О, мой спаситель! Позволь еще раз тебя отблагодарить. Без тебя бы я никогда уже не увидел родных. Покажи мне свои товары. Прощай. Ты справишься, Эгер! Сразу в галоп и не оглядывайся! Надрежь коню шкуру, и он рванет с места. Хорошо, что ты здесь. Нам для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Вместе с Лысым Сигги и Эггером Рыбаком поедет Геральт из Ривии. Они уже бьют копытами. Вы готовы? Скачу! Быстрее! Быстрее! Это все, на что ты способен? Быстрее не можешь? Придержи. Слушайте, люди! Выиграл Геральт из Ривии! Ты покрыл себя славой, ведьмак, и заслужил прекрасную награду. Теперь тебе остался только один заезд. На Хиндарсфьяле. Если проедешь как сегодня, победа будет твоя.
вас-то должно быть жизнь хорошая. Говорят, у вас в горах Думай, серебро куда есть. идет. Есть оно есть. Только вот добывать Пошла. не получается. А что так? Жило слишком глубоко? Да нет, в этих пещерах что-то живет. Что-то, что убивает каждого, кто приходит с кайлом. Вперед, плотва! Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Лагерь горняков. Может, будут какие-нибудь следы? Человеческие следы. Они наткнулись на богатую жилу, но что-то пошло не так. Ну давай! Раны, как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь. Здесь кто-то полз, кто-то со сломанной ногой. Эти деревья сломал не ветер, а что-то очень большое. Раздробленные кости, человеческие. Такие же раны, что и у человека из леса. Похоже, это скальный тролль. Мертв. Множество ран и синяков, кости переломаны. Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Людь, хрясь.
хрясь. Стой! Я хочу поговорить. Подожди, давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их? Хрясь. Они вошли в дом. Я говорю, люди вон. Они хрясь, хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Забавно. Эй, ладно. Это тебе даром не пройдет. Ты только зелье выпил, что ли? $20 крит шанса? Ого. Неплохо. Мушквенаксия, кровотечение. Урона чуть меньше, но... Ладно, 20 крит шанса, это, конечно, да. Опа, здоровье, сила атаки, восстановление здоровья, броня. А тут у меня крит шанс и крит урон. И золото. Всего по 3%. Ладно, оставляю то, что было. Трофей Катакана. Здравствуйте, Азель, здравствуйте. У нас сегодня, как видите, новые рекорды бьются. Уже побились, точнее. Какое-то время назад. По-моему, максимум, что я увидел, было 62 или 63. И опять так же, как тогда в чате гробовая тишина, зато показывает 60 народу. Все молчат. Все как в тот раз. Фантомы какие-то. Так, я лучше выпью белый мед, а то сейчас опять такие страшные будем ходить. Ого, я и не заметил. Но это уж точно странно. Ну, зато на том стриме, как раз когда было тогда 50 зрителей, то там и часов было как раз 100 с чем-то. Может, в этот раз тоже.
это хотя бы в этой степени сработает нормально. Потом посмотрим. Издалека таких, как ты, узнаю. Скажите, ребятки, куда это вы Дашь меч собрались? подержать? На керок. У тебя как дела, как успехи? В прежние времена столько чужаков. Приветствую, ведьмак. Ну, накрутка плохо, но раз не по нашей воле, то что ж поделать? Вот именно. Мы ж тут ни при чем. Или если кто-то при чем, то мне самому очень интересно, кто это, если это вообще кто-то сделал. А если само, ну, как ты говоришь, реально, не поделаешь, что ж тут ничего. Ладно уж, так уж и быть уж. Модерил на другом стриме, вот. Рэп батлил с другом модером. Рэп батлил. Нифига себе. Ну, я так и понял, что ты где-то опять модерируешь, походу. А то тебя что-то долго не было. В таких случаях ты как раз на тех стримах. Я нашел горняков, они зашли в пещеру как тролля успехи? и застали его дома. На стриме и Но тролль батли. больше никому не причинит зла. Слабое утешение. Все-таки награда мне полагается. Возьми. Счастливого пути. Утешений. Вот отсюда. Утешений ему не... Да что ж такое? Чуть не подавился. Утешение ему, говорит, не нравится. Чудовище убил. Чудовище убил. Начинается вот это сразу заднюю дает. Утешение ему не то ему не то. Это ему не так. Да, спойлерщиков развелось. Ух. И лучшее оружие ни к Понимаю. чему, если слабая рука его держит. Правда? Всем очень важно высказать свое мега важное мнение и типа случайно, типа не специально что-то проспойлерить. И у меня такие товарищи бывали. Особенно на Hollow Knight каком-нибудь. Чтоб тебя стадо козлов! И не только. Саундтрек выложил вот сегодня. Ага, надо будет заценить. По возможности. Так, а я еду наконец-то на квест к Йеннифер. В батле последнее слово было за мной. Но там конец стрима просто был уже. Но... Тогда поздравляю. О, сиськи Фрей! Поздравляю с победой в батле. Соблюдай наши обычаи, приблуда. Сам приблуда. Плотва ко мне. Быстрей.
В целом, другу моему понравилось. Я ему скидываю обычно перед выкладыванием. Проверяющий. Повешу твою Типа. башку у седла. Лагерь друидов. Приехали. Место силы. Магия — это место силы. Так, секундочку, а то сейчас квест начнется, если я подойду к ним, наверное. А, этот не хочет говорить, но на карте он отображается. Ладно, странно. Нет, и ты тоже. нас Так что прекрати справляешься. панику. Ну Вас да, я так и слышно думал. на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны сольют сушу и утопят живущих. А Йеннифер там уже смоталась тем временем, пока ты мне тут все это рассказывал. Жара 32 градуса, все еще жарко. А вот Игорь рассказывал, что у него уже грозы там, уже жара у него спала. А у меня наоборот получается. У меня в прогнозе показывает, что ко мне уже жара потихоньку приближается по ходу. Значит, и у меня скоро опять ад начнется. Надеюсь, не такой, как был ранее, а то опять придется какой-то перерыв делать по стримам, если опять около 40 начнется. Надеюсь, что не настолько. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас — Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет. Йеннифер использовала маску. Ну, началось. Быстрее! Армагеддон. За мной! Конец Надо света. нейтрализовать Рагнарёк. маску.
О, форум. Ой, Игорь. Игорь нарисовался на ютубе. Ты же уходил. И что ты на ютубе теперь? Форум сказал, что если все будет нормально, то следующий стрим будет по онлайну. Да, это официальное объявление. Если все будет окей, следующий стрим мы начинаем на Souls. Дождались. Замечательно. Просто замечательно. Что это было? Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Нет. Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Игорь. У меня просто окно висит, иногда чат смотрю. Угу. Ясно, понятно. В пятницу я точно так же в это же время буду отсутствовать. В пятницу. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Снимай маску, пока мы не видим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина — это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. 61 зритель. Максимум, что я видел, было 62 или 63. Я так фоном глазами иногда тоже посматриваю на количество. Надень маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Такой популярный. Да, для Нравится ботов, мне это место. для фантомных зрителей. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Мне главное, чтобы было по часам неплохо в результате. А то на том стриме, где было 50 народу, то там готов? было 160 с чем-то часов. Используй маску. Если тут тоже будет около того, то будет очень неплохо, я буду очень доволен. И ничего страшного, что тут на самом стриме, где молчат эти фантомные зрители. Видишь? Кажется, он ранен. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен.
Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Главное, что мы невиновны. Ну да. А я что? Я ничего. Мы ничего. Оно само. Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул Красивый другого бой. ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири. Подтверждаю, мы и тот, кто невиновны. ее ранил. Откуда ты знаешь? Но Я ботов мы предполагаю, осуждаем. Оба были в предыдущих И накрутку видениях. тоже осуждаем, Цири естественно. сильный Но мы союзник. тут ни при чем. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Погода улучшается. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! И он тут как тут. Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете? Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю? Или 2? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ой, все, он Ну так обиделся. что? Он обиделся. Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Осуждаем, ждем, когда до 70 дойдет. Угу. Ждем новых рекордов. Ну а вообще неплохо. За 1 минуту стрима 1 час фармим. Наверное. Кстати, насчет фарма, я там как раз уже начал заниматься всеми этими вырезаниями всяких штук на прошлых стримах, о которых я говорил там, где были предупреждения, что надо вырезать там музыку всякую или не только музыку. Я уже вчера начал этим заниматься. Не так уж там все это страшно, как я изначально думал, конечно. Я уже немало так прошерстил, но все равно еще немало осталось, конечно. Шортсами, что самое главное, там почти ничего и не было вообще. Вот с видосами там я почти со всеми разобрался, кроме Medieval, разве что, потому что там на каждом видео около 10, наверное, всяких таких моментов было, которые надо вырезать. Я теперь не знаю даже, как они будут выглядеть после всего вот этого, что я с ними сделаю. Там, наверное, полвидео будет какая-то тишина, или музыки вообще никакой не будет. Я даже не знаю, каково это будет смотреть теперь. Ну, кто не успел, тот опоздал, как говорится. И такое можно будет сказать, наверное, со многими стримами тоже. Где-то просто там какой-то отрывочек на 1-2 минуты вырезан. Или музыка одна, или весь звук. А на некоторых стримах прям очень много. Много чего приходилось вырезать.
И потом, я тоже не знаю, каково это будет после всех этих изменений смотреть. Ну, как я сказал, кто не успел, тот опоздал. Выжимаем из этого все, что можем. Ну, шорцы более мягкие правила имеют, полагаю. Ну, типа того. Шортс уже не то, чтобы прям какая-то монетизация получится, как со стримов или видосов. Учитывая, что они там по 1 минуте, по 2, по 3 максимум. Там никакой не рекламы не тыкнешь. Ничего такого. Поэтому и проблем с ними вообще почти никаких и не было. Там только один видос был, который я удалил, да, и в целом все шортсами. Вот с видео и со стримами там другое дело. Но там я уже, как сказал, полным ходом уже занимаюсь. Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Должны успеть до того момента, когда наберем Деревом эту что-то полоску есть. наконец-то. Ты не могла бы... Сейчас. На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты. Что? Значит, это дикая охота, как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Дорн. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндарсфьяле? Это было недели через 2 после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и 1 старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Увидимся на месте. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. 65. Ну, это точно новый рекорд. Максимум, что я видел, 62 или 3. 55 это точно. Что-то новое. Так, Мышавур, стоять. У меня к тебе дело. Мы можем поговорить? Гвинт. Ты стал иерофантом? Мои поздравления. Благодарю. Круг друидов Скеллиги избрал меня уже несколько лет назад. Как раз когда разгорелись давние споры между кланами. Значит, занимаешься политикой? Почему нет? Друиды веками странствуют между кланами и сдерживают эту бесконечную грызню. Забота о равновесии заключается не только в том, чтобы контролировать численность форели в ручьях. По счастью, ярлы всегда ценили нас как советников. Мне интересно, что ты думаешь по поводу войны. Ну что же,
Я думаю, что МГР выбрал для войны неудачный момент. По-моему, трудно было выбрать лучшее время. Север разбит и в смятении. Север слаб, это факт. Но до меня дошли слухи, что и в самой империи дела идут неважно. Слишком много всего, чтобы начинать войну. Родовид — безумец, но способный безумец. Он такого шанса не упустит. 67. Я, пожалуй, удержусь от комментариев этой цифры. Тем более я зальбанил уже за это число. А чё, прям у вас там все настолько плохо было с этим числом? У меня, к счастью, таких Ты случайно не играешь случаев в игры? вообще не было. Ни Случайно одного. играю. Первую колоду я Счастье. получил еще, когда жил в центре. А потом научил правилам Пол Скеллиге. А что, хочешь сыграть партийку? Вот решили наспамить некоторые. Да, сыграем. У меня таких не было. Пока. Так, Гвинт наконец-то. Раз уж у нас Гвинт теперь такой редкий стал, то давайте, наверное, попробуем уже на что-то другое перейти, а не опять этот Нильфгард. Он, конечно, для меня самый любимый, самый имбовый, но он уже приелся очень сильно. Давайте уже что-то другое. Может, с Коэтаэли? Ну, хотя, что-то тут колода не прям какая-то впечатляющая. Возьмите 2 дополнительные карты в начале боя. О, вот это имбовый лидер. Ну-ка, попробуем хотя бы. Ну как нет? Игорь, баним. Забанить пользователя. Накрутили нам проблему.
Воу. Чё началось? Бэмс. Я эту мелодию уже выучить успел. А, да, вот я тоже давным-давно. Было дело. Замечательно. Мои поздравления. У тебя хорошая колода, но ее можно усилить. Ой, ты моей хорошей карту. колоды еще не видел. Спасибо. Это вообще было... Отличный игрок. Была тестовая колода. Попробуй-ка сыграть с Крахом. Оу. Это я дал ему колоду, научил правилам игры, но ученик давно превзошел учителя. Еще есть Гремист. Вредный тип, но в таланте ему не откажешь. Новая карта Дух Леса. Попробуй-ка сыграть сгадку. Ты гадина. Да, гадку, это вам не... Это... Мухры. О, у меня же новый навык есть, вот эта вертуха. Что-то я вообще забыл про него. Так, куда дальше? Да где этот друид, блин, забагованный? Давно у нас тут не было пришельцев с большой земли. Куда направляешься? Идти в бой плечом к плечу с ведьмаком. Выглядишь хворым. Выглядишь хворым. Ведьмак? Да? Никто не хочет говорить. Куда дальше? Так, сюда вот с Йеннифер как раз надо. Да, точно вспомнил, я хотел вот это вот проценты мои забрать наконец-то. Вот я им так в левое ухо наговорю. Вот и правильно. Так им и надо. Так, куда мне опять... Экран. Экран решил не открываться полностью. Иногда при альтабах все ломается. Лучшее оружие ни к чему. Говорят, дрались слабые А вот теперь уж не Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Теперь даже отбить не может без помощи.
Привет. Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал, все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Я-то Вести дела на думал... Скеллиге одно удовольствие. Я думал, это обман был насчет Заходи процентов. еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, Это ты правда. прав. Удачи. Одно очко опыта. 20 крон. Это все проценты? Вы что, смешные, что ли? Капец. Позор. Так, тут меня по-прежнему ждет башня из ниоткуда, но она 30 уровня. Может пока еще что-то сделать. Например, вот где-то были скачки. А по-моему, как раз вот тут, где Йеннифер. Да, вот тут вот. Блин, я надеюсь, если мы будем скакать, то меня вот тут скрипт не запустится с этим заданием, с Йеннифер. Наверное, буду еще что-то писать в таком стиле, как последний трек. Вроде звучит. Надо заценить. Я это уже говорил, но еще раз повторю, надо заценить, раз уж ты так отзываешься о ней прям. Блин, у меня тут перед лицом мошка летает, задолбала. Вот целая комната, есть место? Нет, она прям передо мной будет летать, перед экраном. Достала уже. Признаться, я не думала, что ты выиграешь хотя бы раз. А ты победил трижды и получил право участвовать в великих скачках. Но готов ли ты к ним? Недалеко до разработчика Дельтаруна, но все же. Ну, кто знает. Может, прямо сейчас у нас в чате сидит будущий супер-пупер разработчик. Разработчик игр, разработчик, который пишет музыку. Два в одном. Я здесь. А может, ты еще что-то Мы можем начать. умеешь Будь делать? осторожен. Это великая честь и великая опасность. Время начать великие скачки. Может, Во у нас славу тут будущий Фрей профи? будут состязаться Геральт из Ривии и победительница прошлого года Астрид по прозвищу Змея. Свет монитора. Ее манит. Наверное. Но просто уже надоело тут постоянно ее отгонять. Покончим с этим. Не рычи мне в левое ухо. Держись подальше, чужак. С дороги, а то убью. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Просто, ну прошу тебя. Победа. Гонка смельчаков завершилась. Геральт из Ривии опередил Астрид Змею. Белый волк оказался черным конем. Прекрасный забег. Богиня должна быть довольна. Ты же возрадуйся награде.
Неплохо, должен заметить. Не знаю, что будет через год, но я попробую приехать. Сейчас усну. Разработчик с самыми лучшими отсылками в игре. Преклони колени перед богиней. Надеемся, Воздай что ей так. почести. Ну, учитывая, на кого я равняюсь, кто знает, кто знает. О, седло даже получше дали. Впечатляет. Хоть что-то получше. Так, а еще мне опять надо идти распродаться, а то, блин, опять скоро перегруз будет очередной. Тут как раз торговцы есть. Тут это где? Тут это они только днем, походу. Дождем. Для друзей. Бледный ты. Тоже вчера выпил. Естественно, чудесные. Ну, естественно. Лохи. Хочу взглянуть на... Хочу продать хлам. Опять денег нет. Чё вы все такие бедные? Тут мечи у меня, конечно, остались, которые по несколько сотен стоят. Прощай. Приветствую. Что хочешь? Приветствую. Покажи. Бывай. Был я в Лафотане. Любишь соленый Курганов суп? там больше, чем людей. Я ненавижу. Ты не из Нильфгаарда, правда? Но надо... И все. Один меч продал, и опять денег нет. Да уж. Прощай. Попутно. Что у меня по весу? Что-то не сильно стало больше веса. Так, давайте-ка я смотаюсь в Новиград за обменом валюты. Как раз там еще торговцы вот тут рядом будут. А еще надо инструменты занести для этой мастера Бронника во Вроницах. Сейчас вспомнил только о них. Кстати, насчет Nine Souls, если завтра реально будет стрим, то будет, скорее всего, опять, как сегодня, под вечер. Я чем-то отравился. Будем разбираться будем. Вникать будем. Обучаться. Разбираться в управлении, во всех механиках, во всем вот этом вот. Буду теперь я тоже познавать всю суть этой игры. Что самое главное для меня будет в плане подсказок, как минимум, то, что
насчет достижений, чтобы не пропустить что-то важное, как вот у Азеля, например, было, он рассказывал, что какие-то там достижения, какие-то моменты пропустил, чтобы потом не надо было игру заново начинать. И где-то в начале, допустим, что-то я могу упустить, или что-то важное, или что-то еще такое, что легко проскипать, то вот такие вот моменты мне определенно пригодятся. У меня есть немного денег. А я вот вкладываю в производные финансовые инструменты. Деривативы. Меч. Пока... О, вот этого деньги есть. 6000. Вот тут я сейчас распродам. Все вот это вот. А то на Скеллиге что-то у всех торговцев денег вообще нет. Будь здоров. Прекратите этот гнусный балаган! Прошу. Что? Ой, даже этому все смог сбагрить. Удивительно. Вот другое дело сразу. Будь здоров. Денег у них полно, и все быстренько и просто продал. И вес сразу прибавился. Замечательно. Да, такие себе. Если все правильно делать, нужно будет примерно минут 30 во втором сейве побегать. Ну, я пока без понятия, что там, куда там бегать, как, Чтобы что, всех дикая зачем. охота забрала. Так, где FPS мои опять? Ой, FPS-ов нет, значит, выйдем и зайдем. Нормально, 60 зрителей сегодня. Да, 60 ботов, ты хотел сказать. А зрители, вот все, кто в чате ты видишь, вот это все зрители, походу. Привет, Владимир. Хоть кто-то в чате еще живой появился, а то 60 показывает, а в чате все 60 молчат. А боты 99%. Большинство, по крайней мере, точно. Я никогда и ни за что не поверю, что это 60 человек молчат. 66. Рекорды, рекорды. Чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грёникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Вы это видите? Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. А куда? А Мне где? нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды?
Арбалетные болты, значит. Будет тяжело. Тут нужен особый сплав. Закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь. Обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаарца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Он даже простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Это же Ведьмак все-таки, на фон люди включают, и лучше любого психолога снимает напряжение. Я согласен, но не 60 же все человек. Ну ладно, там половина, но больше половины, не прямо вообще все. Но только Игорь и Азель в чате, но это постоянный зритель, но все остальные, ну прям вообще все что ли на фоне. Ну хоть кто-то бы что-то там отозвался, что он живой, ну вот... Не поверю, что это реальные люди. Я уверен на 99%, что это почти все боты. Вот так вот. Вот так вот, и докажите мне обратное. Я такое, помню, говорил на позапрошлом стриме или на каком там, где у нас тоже было 50 человек, и потом на следующий стрим ко мне 1 или 2 человека такие заходят. Вот, ты там обвинял, что мы тут боты, я вот пришел доказать тебе, что нет, я вот живой человек. Вот целый 1 или 2 таких было. Из вот этих 60. Может еще кто-то такой смельчак появится. Доказать. Действительно, была какая-то статья, где говорилось, что игра Ведьмака помогает снизить тревогу и депрессию. Ну, тем более у нас тут Скеллиги как раз было под эту любимую мою музыку, то не сомневаюсь, не сомневаюсь. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаарца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло. А я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Теперь нам решили показать сундук. Вот это, конечно, ракурсы игра дает иногда удивительные. Ну вот, не все боты, но я обычно стримы на фон включаю. Андрей. Все, мне даже одного сообщения твоего достаточно, чтобы понять, что хоть кто-то тут есть не бот, хоть кто-то тут есть живой. Я понимаю, что кому-то там просто на фоне нормально включил, или слушаешь, или смотришь на фоне, и писать может в чат особо не хочется. Но вот хотя бы одно сообщение, и все, я понял, что это не боты, по крайней мере, какая-то часть, и что кто-то живой есть там на фоне, и все, мне больше ничего не надо. Мне уже все понятно. А вот когда прям вообще ноль сообщений, гробовая тишина, ну, вот и думай, что одни боты реально. Вот теперь хотя бы Владимир, Андрей появились в чате. Уже живости добавилось какой-то. На следующем стриме опять такое будет? Ну, не знаю, вот на прошлом не было такого. Вот на позапрошлом по Ведьмаку было.
Вот сегодня опять это аномалия. На прошлом стриме вот не было этой аномалии. Может, потому что мы на прошлом стриме играли днем, а не вечером. Не под ночь, как сегодня. И в позапрошлый раз. Может, поэтому? Как вариант. Привет, Андрей, кстати, я не поздоровался. Приятного тогда просмотра или прослушивания, если ты там на фоне. И всем остальным, кто там тоже может на фоне, но молчит. Стесняется или боится, или еще чего. Всем тоже там привет и приятных просмотров на всякий случай. Все дела. Я и сам какое-то время на фоне смотрел. Ах, ты тоже бот. Забанить. Шутка. Шутка. Надо думать, на него и так есть заказ, так что... Убью его, поймаю 2 зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Я думаю, еще 2 человека точно на фоне смотрят. Ну, из этих 60 я тоже думаю, что кто-то должен быть, кто реально на фоне смотрит. Но не прям 60. Какая-то часть из этого по-любому боты. Большая часть. Не пишешь в чат, равно бот. Ну, не обязательно прям все время писать. Достаточно одного сообщения, подтверждения, что ты живой, что ты тут есть. Вот как Андрей написал, и все. И доказательства приняты. Всякое может быть. Но просто у меня до Ведьмака никогда таких аномалий не было. Никогда. Только вот на стримах по Ведьмаку такие аномалии. Рекордные количество зрителей. Еще можно сдаться. Шары. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Так, что еще? Что еще пропустил? Ага. Распоротый живот, рваные раны. Скорее всего, от когтей. У меня на стримах, где модерю на призраки Йотей по 50-70 ботов бывало. Призраки Йотей! Вы чё? Вы чё меня завидовать заставляете? Так еще и в зрителях, и мало того, что в игре, так еще и в зрителях. А здесь он закончил. Ну вы чё? И направился на открытое Нормально же место, общались. чтобы взлететь. Так, я вроде все тут посмотрел. Идем по следам. Только область до сих пор там светится. Что еще пропустил? Чего ты светишься мне? Я же все посмотрел. Короче, я иду по следу, ничего не знаю. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Ну, я не виноват, что пример именно с этой игрой. Ну, какое совпадение, что именно с этой игрой. Вот никакой другой именно с этой игрой. Именно с той игрой, которую я фиг когда смогу поиграть. Но желание при этом есть огроменное. Ну, какое же совпадение, а? Ах, и гнусный же ты.
тебя стоит какой-то мод на труп конечности или это по дефолту? Не, это по дефолту. По дефолту. На конечности ничего у меня нет. Я не знаю, от чего это зависит. Знаю только, что в некоторых мечах есть характеристика шанс отрубить конечность дополнительный. И все. Вот. Модификатор шанса отрубить конечность. Вот от этого модификатора может как-то что-то зависит. Больше не знаю, от чего еще. Так. Доспех, здоровье, сила атаки, мощь знаков. Нет, я оставляю по-прежнему катакана. Кажись, у меня кислотка. Где-то я тебя видел. Хочешь посмотреть? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати, мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. Так, а вообще мы искали для вот этого задания кислоту. А заказ это было так. Дополнительное. 25 монет. О, чертеж. 25 монет это смешно. Чем могу служить? Так, не ты. Было. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Я бы точно добавил мод на казино какой-нибудь. Геральт, Хотя, я может, оно и в оригинальной игре есть. Казино. Казино мы Выглядит осуждаем. Очень профессионально. Не знаю, что тут можно было бы назвать казино. Генерал, доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Ну-ну, достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Осуждаем, но в игре играем. Игру в Гвинт с гадку. Ну, Гвинт разве что, но и то вряд ли. А с гадку это было прям исключение. Единственное. Чё вы опять начинаете? Ладно, мод на казино не нужен. Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права, я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй ты, наденешь этот доспех. Я? Да я ж коня подковать. Ой, мужик, ты не вовремя. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Этот мужик очень не вовремя подошел. Сначала я хочу понять, в чем будет заключаться проверка.
Я заказал доспех, который должен выдерживать арбалетный выстрел. Как думаешь, как я буду это проверять? Не бойся, Геральт. Доспех выдержит. Кислота придала ему такую прочность, что его разве что баллистой пробьешь. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою, а я-то пришел коня подковать. Я же говорю, ты не вовремя пришел. Эх, мужик. Этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Какой ущерб? Вы ж его грохнули. Такое ощущение, как будто мы Квен Живой? поставили. Я-то оклемаюсь. А нет, вот живой. доспехи эти, дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Я думал, он через монитор захотел вылезти. Подождите сутки. А я подожду. Еще подожду. Геральт, рада тебя видеть. Геральт. Нужно что-нибудь? Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Доспех охотников за колдуньями. Вот я очередной раз удивляюсь этому квесту. И не только этому квесту, и каждый раз, вот когда нам рассказывают вот какой-то уникальный квест, что вот мы создадим уникальный меч, уникальный доспех. Он будет такой имбовым, легендарным, божественным. По факту всегда это получается что-то стрёмное. И не такое уж впечатляющее. Ну вот что это такое? Ну зачем мне охотников за колдуньями доспех? Да, у него брони, конечно, куда больше, чем у моего. Но у меня там вообще лежат
сеты уже готовые, отличные. Кота и медведя. Надо вот только 1,5 уровня еще подождать. А вот этот отвратительный на вид охотничий. И по характеристикам тоже такой себе. Не очень он мне. Геральт! Зато вот задание какое было. Вот легендарный доспех мы тебе сейчас сделаем. Мега прочный. Мне нужен ведьмачий мега доспех. крутой. А по итогу продаю я этот самый доспех супер-пуперский. Еще и цена у него такая себе. Вот так всегда. Что у Хатори там мы делали. Тоже такой божественный меч. Легендарный. Бывает. Супер-пуперский. По итогу хуже, чем мои оказался. Вот и с броней такая же ситуация. Трофей Архигрифона. А тот как назывался? Просто Грифона. Да, просто Грифона. Из Белого Сада. Грифона, Архигрифона. Так, у меня еще там болты заканчиваются, я помню. О, отличный доспех школы медведя, 30 уровень, и кота, 29. Вот это будет другое дело, еще чуть-чуть. Так, отвар из Архигрифона. Если у вас есть энергия, мощная атака израсходует ее полностью и снизит здоровье пораженного противника еще на 5%. Ладно. Что я еще хотел сделать в Велине или Новиграде, пока мы тут? Тут ничего. По заказам. Пропавший брат 33, это 35, 29, 28, 29. Тоже ничего. Так, значит, в Велине ничего. Возвращаемся на Скеллиги. Куда теперь? Ну, зрители держатся еще. Ну, кстати, да. Удивительно. На тот момент, на том стриме, когда было 50, там уже под конец стрима действительно они уже падали. Уже с 50 до 30 где-то там снизились. А тут стабильно прям 60 с чем-то держится. Чудеса прям. Можно пойти вот эту башню из ниоткуда посмотреть уже наконец-то. Или к Йеннифер пойти. Или опять какие-то чертежи пойти искать. Не знаю даже. Или кулаки Скеллиги, кстати, тоже можно. Давайте, а то я уже и забыл о них. Мордобой этот. Скачки мы уже прошли на Скеллиге. Регату прошли на Скеллиге. Гвинт. Ну, там еще кто-то остался. И еще вот мордобой. Четыре с половиной часа мы уже стримим почти. Может, и хорошо, что подождет немного. Старый ныл, что у него в костях ловит. ППС опять как всегда. Вот бы дождик мне. Игорь, поделись.
Поделись с Азелем. Нечего смотреть! Драться надо! Тоже вчера вы. А кто же? Нужны вам тут новые бойцы? Добро пожаловать, ведьмак. Эйнар ждет соперника. Не хочешь с ним сразиться? Воскресенье будет вроде. Ждать и ждать. С виду Эйнар знатный боец. Это внебрачный сын Лугаса Безумного. Весь пошел в отца. Драться будем или болтать? Не будем заставлять Эйнара ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Убью его, сука! Убью! Еще можно сдаться. Алло, я же нажал. Да я же нажал. Ты, блин. Таких быстрые удары. Внезапный капец. Ах ты, тварь. Ну, сколько мне еще ждать? Потанцуем? Да мы уже танцуем. Вот танцевались уже. Прекрасный бой. Поздравляю с победой. Грим готов к бою. Ну, если есть еще охота подраться. Разбойники шастают. Бедный ты. Тоже вчера был. Это за ним. Чертеж даже дали. Мы в какой-то момент сидели минут 10 в меню. Зрители все устроило. Ну, под такую-то музыку в главном меню. Конечно, устроил. Истинные фанаты. Истинные фанаты Ведьмака, скорее. И не в такую погоду в бой выступали. Да, никто не хочет... Я 30 сотен баранов увел. 20 сотен баранов съел. Из них 4 привонючие. И живой? Конечно, не знаю. Приветствую. Ты знаешь меня? Слышал. Фолан мой друг со щенячьих лет, а ты ему жизнь спас. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Кто мой соперник? Ха-ха, ты любопытный. Грим дровосек. Всю зиму мутузит людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона, да жопа треснула. Ничего у него не вышло. Я готов. Сражайтесь без жалости, помните о чести и береги силы для следующего боя. Давай сюда! Да ты опять начал спамить своими быстрыми ударами. Не люблю вот эти быстрые удары. Их вообще фиг спарируешь.
Ну вот опять. Чтоб тебя стадо козлов! Быстрей! Иди сюда. А! Давай сюда! У тебя сегодня плохой день. Геральт Скиталец победил! Твою мать! Ты славно сражался и заслужил встречу с Олафом на Анскеллиге. А, так это год падения Восточного Рима у тебя написан? О, как. Мне тоже, кстати, было немножко интересно Какой-то ты с лица нездоров. в свое время. Аж 2 раза сообщение отправилось. Подумал, что это год, но не знал. Год рождения. Запер Гроза, мать ее. Неужто нашелся соперник Олафу? Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах, а у вас настоящая арена. Чтобы ее построить, королева Бирна Бран отдала свои драгоценности. Так, и где Олаф? Когда будет достойный соперник, тогда и появится. Я хочу помериться силой с Олафом. Кулачный бой — исконная традиция Скеллиге. И здесь, на Анскеллиге, ее особенно уважают. Помню я этого Олафа. Сейчас будет сюрприз. Почему бои у вас в таком почете? На Анскеллиге жил некогда Дунс-медведь. Он убивал чудовищ голыми руками. И это турнир в его честь. Я согласен драться не на жизнь, а на смерть. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Даже так? Геральт из Ривии. Выходи на арену. Если победишь в этом поединке, то удостоишься чести сразиться с чемпионом чемпионов. Бои на кулаках — наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь — свидетельство силы клана. Тот, кто сегодня победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже стал героем. Зараза. Зараза. Привет, Олаф. На кулаках с медведем. Где вы еще такое видели? Что самое забавное, по-моему, это будет куда проще, чем с людьми драться на кулаках. Прикончи его! Просто закликал. Бой окончен. Победителем стал Геральт из Ривии. Вот он,
Новый чемпион! Олаф побежден в честной борьбе. Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиге. Я уже чемпион всего. В Вельне всех победили, Я в наблюдал Новиграде за всех тобой. победили. У Тут тебя тоже. огромный потенциал. Может, перейдешь из любителей в профессионалы? Может. Ты о чем? Я ищу кого-нибудь, кто свергнет чемпиона чемпионов. Сейчас титул принадлежит бойцу со Скеллиге, и только ты можешь его победить. Спроси себя, достаточно ли ты крепок, чтобы отправиться на Скеллиге и бросить вызов чемпиону чемпионов? Можно попробовать. Великолепно! На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешься бросить ему вызов. Интересно. Та самая арена, кстати, где мы процентики забирали. И не в такую погоду в бой выступали. Драться Да пришел. пусть тебе льет. Давай поговорим. Так, сейчас я дохилюсь до конца и подойду. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Пришелец. Ни один Нордлинг не поймет. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Кто меня звал вообще? Пришелец. Думай, куда идешь. Ведьмак. Красивые мечи. Пришелец. Но по мне лучше добрый топор. Алло. Красивые А, мечи. ты? Но по мне лучше добрый. Привет. Спрятался тут Ты мутант, верно? за столбом. Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона чемпионов, считай, нет. А ты же драться пришел. Может, мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним. Он отведет тебя куда нужно. Вот чемпион чемпионов. Этот глоток в игре был или не в игре? В игре. Скальный тролль. Я подхиливался. Довольно ведь. зрелая особь. У меня там вода в инвентаре стоит как еда. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы... С троллем? Мы обеспечим погребение по вере претендента. Видел тебя в Molten Blade в списке желаемого? Да. У меня там целая гора, блин, в списке желаемого. Сразу разошелся на все. Чтобы не выбирать что-то там самое интересное, неинтересное. Просто вообще все добавил и... Чтобы висело, чтобы там когда-то, может, оно будет уменьшаться. Этот список. Со временем. А, он был реалистичным. Да? Я уже просто привык. Да, ты туда пол стима добавил. Ну, не настолько там все страшно. У меня тоже гора. Ты не видел ничего мою гору, наверное. Хотя, кто знает, что там у тебя за гора. Никому не мешает то, что нынешний чемпион тролль. А почему это кому-то должно мешать? Это очень порядочный тролль. Он пришел и сказал, что хочет драться. Тогда чемпионом был Зама по прозвищу Песчаный.
Прозвище он получил еще до того, как тролль вбил его в землю. У этого тролля хоть имя-то есть? Он не выдаст своего имени до тех пор, пока его не победят. Это странствующий тролль. Если он в бою помрет, так он свое имя и не откроет. Это верно. Но он, похоже, не думает помирать. А может, все дело в том, что он тролль, и он просто не думает? Скорее всего, второе как раз. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии. Время начинать. Пока боты на стриме, стрим идет. Ну, уже не 60, я смотрю. Уже чуть-чуть падаем. Потихонечку, помаленечку. Я добавляю, потом забываю. Ну, погнали. Да тоже легче, чем с людьми драться. У людей там есть быстрый резкий удар, который я часто пропускаю, а вот с медведем, с троллем тут их легко. Легко уклоняться от них и закрыть просто. Так что обычные бои сложнее, чем вот эти вот мастерские чемпионы чемпионов. Финальные, бла-бла-бла. Ай, не успел. Ну зато вот один раз ударил и пол хп почти снес. Красиво! Главное не попадаться. Добрый бой. Покажи, что умеешь. Yes. Получилось. Геральт из Ривии. В честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по 4 сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду. Теперь мы чемпионы чемпионов. Ночь согласна. Чертеж. Еще чертеж. Меня зовут Тролл Увару Валфа. Тролл. Запомнили. Все, с кулачными боями тоже разобрались. Ну, давайте действительно вот эту башню пройдем, а то мы ее все оставляем на потом, да на потом. Все никак не пройдем ее. Может быть, это вообще последний квест на сегодня. А может нет. А может да. Так, еще мне этот дождь в игре уже надоел. Хочу более ясной погоды.
Хотя кто-то, может, стрим на фоне слушает, может, наоборот, им там нравился этот шум дождя на фоне слушать. Сейчас меня там ругают, может, втихаря. Эй, верни! Ты чё, офигел? Верни дождь. Я тоже люблю звук дождя. И засыпать под него, например. Надо будет в Мяугеникс поиграть. А, это та самая хайповая игра, которая вот до недавно была очень у всех на слуху. Очень сильно. Здесь гнездятся гарпии. Уже не гнездятся. Первый раз слышу. Но вам и не понравится игра, думаю. Может, я путаю с какой-то другой, но что-то там тоже было в начале мяу какое-то. Как раз про вот эту игру, о которой я говорил. Которая была мега хайповая недавно. Может, путаю. А может, это она. Но она очень взлетела недавно. Она от разработчика известного. Ага. Знаменитая хайповая игра, про которую впервые слышишь, да? Привет, Леха. Интересно, почему твое сообщение мне пришло на проверку. Ничего тут нет. Зря пришел. Я вот телепорт открыл. От того же, что и Айзека делал. Я как любитель флешек знаю, какие игры в начале карьеры делал разраб Айзека. О, как. У нас тут знатоки. Любители. Я не думаю, что путаешь, она на слуху была. Ну, я тоже там момент чуть-чуть думал попробовать, глянуть, что это за игра, что она из себя представляет, и с чем ее едят. Ну, что-то думал, но не добрался до нее.
Портал. Зараза, ненавижу порталы. Отвратительное ощущение. Да, Геральт, мы в курсе. Замечательно. Портал закрылся. Снаружи башня казалась меньше. Замечательно. Просто замечательно. Я сейчас скачал метро Last Light Complete Edition и огорчился, поняв, что это то самое метро Last Light Redux. Да, кстати, я уже прошел Last Light Redux. На ту же концовку, что и мы на стриме. А ты что, думал, что это какая-то прям... Какое-то переиздание, прям обновленное, очень сильно? Но не тут-то было. Обнаружен нарушитель. Прекратите вторжение. Обнаружен нарушитель. Мне... Остановить вторжение не удалось. Мне очень страшно. Бою к нейтрализации нарушителя. Боюсь, боюсь. Воу-воу-воу-воу. Вот сука! До свидос. Сюда! Я здесь! Иду. Кажется, они тоже встретили голема. А на стриме вы на какую прошли? Что вы там со мной сделали? Во второй части мы на хорошую концовку прошли. Благодаря тому, что заморачивались этими... Как они там называются? Баллами доброты. Или вот эти очки, которые там надо было на протяжении всей игры набирать, чтобы на хорошую концовку выйти. Мы прям этим заморачивались и по итогу вышли на эту хорошую концовку. Сюда! Я здесь! Наконец, хоть кто-то мне поможет. И не кто-то, а сам знаменитый ведьмак. Я думал, это другая игра. Повезло мне, что ты оказался в Ковере. Тебя прислал король Танкред или общество магов? И не те, и не другие. И мы не в Ковере, а на Скеллиге. Меня наняли местные, потому что твоя башня устроила шторм на их острове. На Скеллиге? То есть мы телепортировались? О, все еще хуже, чем я думал. Вот конкретно про первую игру разраба Айзека я предпочел бы не знать, вероятно. Вроде на хорошую концовку прошли, как я помню. Ага. Вот первую игру мы прошли на каноническую, типа плохую концовку. Вот вторую часть прошли на каноническую, хорошую концовку. Кажется, я не очень понимаю. О, в башне установлен... Хотя там даже серия таких игр была от него. Магии. Чего? Это нечто вроде охранной системы. Она гарантирует, что башней сможет пользоваться только ее владелец. Обнаружив нарушителя, она закрывает все помещения и отказывает в доступе. А поскольку никто из нас владельцем башни не является, на меня напал голем, а ты торчишь за решеткой. Можно как-нибудь избежать дальнейших развлечений?
Нужно выключить дефенсивный регулятор магии. Прежний владелец башни написал трактат о снятии подобных блокад. Глобальное отмыкание Готфрида. Его копия наверняка должна быть где-то в башне. Принеси мне ее, и я попробую взломать защиту. Отправить тебя домой и перенести башню обратно в Ковер. С хорошими действиями. Именно так. Ты, как видно, меня знаешь, а я не знаю даже твоего имени. Зига Бунц, чародей и советник королевского двора в Понтванисе. Башня должна была стать моей резиденцией. Я купил ее на аукционе. То есть как? Она принадлежала Готфриду Стамфельду, довольно известному чародею. Когда он умер, наследники выставили башню на аукцион. Никто из них не захотел проверять, что дядюшка Готфрид держал в странных цветных банках. И не из-за них ли он потерял обоняние и левый глаз? Башню они продавали вместе со всем содержимым и по отличной цене. Жаль было не взять. Видел я в жизни разные чудеса, но башня, которая сама телепортируется, это что-то новое. Я пытался взломать защиту дефенсивного регулятора магии своими силами и, должно быть, где-то ошибся. Потом, наверное, открылся портал и выбросил нас на Скеллиге, что, в свою очередь, вызвало электромагнитные помехи. Отсюда гроза. Гроза, которую я обещал остановить. В таком случае тебе придется найти глобальное отмыкание Готфрида. Тела, которые там лежат, это люди из соседней деревни, да? Они пришли сюда пару дней назад. Я еще удивился, что одежда у них странная. Но мне и в голову не пришло, что мы на Скеллиге. Их было совсем немного. А вел их друид. Башня их предупреждала. Но они не послушали. Может, если бы она поставила каждому по кружке пива и попросила по-хорошему, они бы и послушали. Над пустыми предупреждениями на Скеллиге только смеются. Ладно, пора отсюда выбираться и отправлять башню домой. Есть мысли, где искать этот трактат? Логично начать с библиотеки. Думаю, ключ от нее где-то в лаборатории. А это где? Как войдешь в комнату напротив, лаборатория будет слева, а библиотека прямо. Только помни, ты здесь незваный гость. Башня наверняка попытается тебе помешать. Посмотрим, кто кому помешает. Посмотрим, кто кого. Асваил и Ферен Адвиглет. Премного благодарен. Нарушитель в башне. Начинаю затопление коридоров. Эй, ничего не надо затапливать. Ладно, пойду я, удачного стрима. А мы уже скоро закругляться будем после этого квеста, скорее всего. И тебе удачи. Стоп. Там же тупик. Ну, может, с другой стороны. Там явно что-то есть. Что ж тут творится? Нарушитель в лаборатории. Начинаю телепортацию монстра. Что ты творишь? Вот что ты творишь?
еще? Ё-моё. Хватит. Ну, а ладно, не хватит. Это что за зоопарк какой-то начался? Разные виды тварей к нам приходят. То горгули, то игули. Вот это фигня. Что дальше? Ликвидация прервана. Чтобы возобновить процесс. Корова. Но это лучше, чем гули. А вот, похоже, и ключ. Ну давай. Да, паркур. Это не твое. Временами. О, я же знал, что ты можешь. Забудем, что я только что сказал. Он может. Надо просто его чуть-чуть поругать, и он все может. Нарушители в библиотеке. Целостность коллекции нарушена. Ну, бардак, блядь. Пойди тут найди что-нибудь. Семейные династии чернокнижников Ковера. Алхимия в практических упражнениях, том 3. Не подходит. Похоже, он задохнулся. Гнусная смерть. Гнусное тут вообще все. Интерсекции геомантических линий. Нет, не то. Как жить и умереть счастливым. Современные интерпретации пророка Лебеды. Это здесь откуда? Вот это название. Прикладная галимология. Ищем дальше. Нашел. Глобальное отмыкание Готфрида. Есть. Начинаю аннигиляцию. Не надо меня аннигилировать. Собралась отравить меня газом. Ретируемся. Ты нашел книгу? Она? Точно. Отодвинься немного. Я попробую отключить барьер. Асваил и Ферен Адвиглен. Камера изолятора открыта. Угрожающие признаки свободы.
Ну, наконец-то. С виду все было просто. Самое трудное впереди. Нужно проникнуть в сердце башни и наложить деактивирующее заклятие. Башня наверняка сделает все, чтобы нас задержать. Веди. Пойдем в главный зал. Надо снять защиту. Дефенсивный регулятор магии можно устроить. Осторожней. Асваил и Ферен Адвигнет. Обнаружен нарушитель. Начинаю аннигиляцию. Шо, опять? Дефенсивный регулятор магии в опасности. Система контроля под угрозой уничтожения. Необходимо немедленное воздействие. Ну, уже что началось. Это магическая сущность или это реликт? Я опять забыл. Магическая, походу. Угу. Дефенсивный регулятор магии в опасности. Система контроля под угрозой уничтожения. Необходимо немедленное воздействие. Обнаружено вторжение. Запускаю чрезвычайные меры охраны безопасности. Дефенсивный регулятор Нехорошо. магии в опасности. Привет. Дефенсивный регулятор магии отключен. Контроль полностью утерян. Ух. Формула из трактата Готфрида подействовала. Все кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Сейчас все будет. Если вдруг окажешься в Ковере, заглядывай в Понт-Ванис. Абураги! Варрахер! Ну, Погоди, что ты если делаешь? доживем до 4-й части, то сходим к тебе в гости. За Цири или за Хотел Геральта. выйти через дверь. Эффектное появление. Мы же там как раз в Ковере, по идее, будем путешествовать, Ну и грохнуло. насколько я слышал. Жив, жив. Вон он плывет. Хорошо в лодку не шарахнуло. Глядите-ка, солнце вернулось. Голову на отсечение дам. Ты живой? И целый? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой сняло. Говорил я, что надо нанять ведьмака.
Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Я знал, что на Анскеллиге живут честные люди. Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы. Погоди, ведьмак. Ты брата моего не нашел? Хурни его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами. Я нашел их. Очень жаль, но все они мертвы. Говорил я ему, чтобы он туда не ходил. Так ему славы захотелось. Эх. Иди домой, Ньяль. Чего тут стоять? Бывай, ведьмак. Еще раз спасибо за помощь. Вот и все. И погода какая красивая стала. Красота, небо какое. И задание выполнено. Так. Кстати, уже 191 задание у меня выполнено за всю игру. Вот это да. Сокровища, сокровища всякие все еще остались. По заказам у нас тут 5 квестов всего осталось. По доп. Заданиям тоже всего 5 осталось. Ну, 3 даже. Эти 2 из DLC. Это тоже можно, наверное, не считать. Это Краху и Гвинт. Что-то даже как-то незаметно мы почти все квесты в игре уже даже сделали. Все, близимся и близимся к какому-нибудь финалу. Вряд ли он, конечно, будет на следующем стриме. И через стрим вряд ли он будет, но... По крайней мере, на Скеллиге мы уже капец много чего сделали. Интересно, сколько часов нафармили за стрим. Завтра можно будет посмотреть аналитику этого стрима. По полоске тоже где-то, наверное, она обновится через пару дней. Как и все остальные. Завтра, кстати, обновляется полоска за тот день, когда как раз был прошлый вот этот стрим. На 50 зрителей. Там я смотрел 160 часов вроде было. И вот завтра узнаем, сколько именно там добавится. Ну и аналитику за сегодняшний стрим тоже интересно будет глянуть. Такс, что у нас еще осталось? Йеннифер на Хиндерсфьяле. Это понятно, это понятно, понятно. Гвинт. Это тоже понятно, это я потом сделаю. И Королевский Гамбит. То есть в следующий раз мы пойдем либо к Краху, либо к Йеннифер. Что-то из этого. В остальном тут всякие заказы и сокровища только остались. Угу. Ну, тогда, наверное, все на сегодня. Думаю, хватит. «5 часов 10 минут». Опять мы 5 часов сегодня постримили. Нормально. «10 навыков у меня валяется. Просто нет ячеек, блин, куда все это тратить. Капец. Куда столько очков навыков лишних? Куда их девать? Последняя ячейка вообще осталась. Да ладно, еще 3 очка пойдут, а еще 7. Еще потом за уровни очки будут. Куда это все тратить? До Тусента, что ли, ждать? Интересно. Ладно, сохраняемся. И закругляемся. Это уже конец стрима? В смысле уже?
Мне уже час ночи, стрим уже 5 часов идет. Так что да, это уже конец. Это ты к нам просто заглянул уже под конец, когда мы уже 4 часа с чем-то там стримили. Я уже, если честно, как-то устал даже. Что-то сильнее, чем обычно. На удивление. И даже 50 ботов не остановит. Ага. Но уже не 60, уже 50. Уже, видать, кто-то отвалился и пошел спать. Если кто-то вообще был. Все. На этом финиш. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, может, молча, на фоне или слушал, а в чате не появлялся, всем, кто активничал в чате.